Хлоп только. И пошла вода. Короче, весь кооператив, походу, зальем сегодня. Бетона избыточно взяли. Что ты падаешь? Неожиданно говоришь. Да я вот пришел посмотреть, что творится тут в соседнем гараже. А у самого-то видосики редко выходят на эти темы. А вы думаете, что мне нечего показать? Вы думаете, только у Олежки идет ремонт в гараже? А ну-ка, подержи мое кофе. Сейчас пойду показывать. Ну что ж, я думаю, стоит начать снаружи. Вы что думаете, просто так мало видео на профильные темы на канале? Уже где-то полгода длится стройка, и вот так все это дело выглядит. Вы еще не в курсе, для вас это будет новостью, но я приобрел еще один гараж. Вот он. Здесь заменены двери. Ну, для ориентира скажу вам так, раньше здесь стояла Бэха. То есть, кто помнит этот проект, это был именно этот гараж. Взял я его с долгами. Долгов здесь на 70 тысяч рублей. И как бы, если меня обяжут их выплачивать по суду, потому что добровольно я не согласен, я, естественно, их выплачу. Но уже приступил к ремонтам, уже много чего здесь сделано. Во-первых, сделана отмостка. Меня дрочит постоянно этот. Бросай курить, а тут давай ему. Ну слушай, ты видишь, какой человек? Глянь, какие вещи делаешь. Тебе надо бросать, чтоб надольше тебя хватило. Да, и Артуру еще дом построить. Видишь, как оно? Сколько? 3 часа ночи у нас, да, получается? Да, И мы да, закончили. да. Прошли через все. Через гнев, смирение, И чесание рук. чесание рук от стеклопластиковой вот этой вот арматуры. Завтра заливаться и обмазываться. Крови она попила, конечно, очень много трудов на нее затрачено. Но зато смотрите, какая роскошная вещь. Теперь можно на любой технике заезжать, выезжать. Все удобно, не в грязи. Также попутно у нас тут на остатках бетона залиты некоторые ямы в гаражах. А я вам сейчас по-быстрому покажу. Короче, весь кооператив, походу, зальем сегодня. Бетона избыточно взяли. 6 кубов, да? Да. Вот это сделано во благо кооператива. Здесь была гигантская яма, а теперь залито 1,5 куба, может даже 2 куба бетона. Ну и как видите, здесь ни луж, ничего нет, хотя дальше все есть, вон оно. Ну, может быть, будут свободные бетоны, и я и там позаливаю. То есть, сами понимаете, все эти глобальные телодвижения тянут очень много времени, денег, сил, энергии. Крыша аж на целых 3 гаража захватывает и Олега в гараж. То есть здесь мы сразу вложились, сразу все сделали. Теперь у нас крыша с утеплителем, и летом немножечко полегче от жары. Ну как немножечко? Раньше потолок был 50 градусов, а сейчас потолок 29-30 градусов. Ну, то есть как на улице, так и на потолке. А раньше потолок прогревался сильнее. Глобальное уже почти все сделано. Выведена вентиляция. Вот. Прорабствует у меня здесь Евгений Койот. Все это делает, все это придумывает. Тут, блин, это просто капец. А вот еще, смотрите, ребята. Смотрите, что есть. Это же вообще шок. Вот. Хлоп только. И пошла вода. Вода, кстати, довольно-таки чистенькая. Но она известковая, для питья она не годится. Она быстро как-то пропадает. Но она чистая. Вот что-что. С виду, как бы, видите, какая идет прозрачная водичка. Это, конечно, был большой фарт, что оказалась скважина вот в этом втором гараже. И теперь есть вода хотя бы для стройки, для того, чтобы умыться, там, помыть что-то. Она пригождается. Если поставить фильтры, может быть, даже и пить ее можно будет. Оп. Не знал, ребята, с чего начинать. А так, конечно, давно можно было бы снять этот видосик. Здесь, конечно, темно пока что. Одна лампочка дохленькая горит. Но уже можно что-то показать. Залита стяжка.
Установлены опоры, все готово под заливку. Сейчас покажу сверху, как выглядит. Вот. Здесь, в этом помещении, ямы не будет. Будет нормальный потолок, нормальные стены. Погнали наверх. Вот так. Что у нас здесь? А? Арбайт. Начальника на? Да. Что там, сделал все? Сейчас посмотришь. Да. А где на телефон мой передал? Ну, где-то было. Вот. Все с арматурой, кстати, и отмостка, и стяжка. Проведены провода на данный момент. Вот. Вот провода, вон. Там это все под розетки. А вот опять же под вентиляцию. Здесь, как я и мечтал, выведены выходы на пневмосистему. То есть на эти выходы можно будет подключать пневмоинструмент. Продувочные пистолеты, покрасочные и прочие. Там даже вплоть до болгарочек маленьких пневмо. Уже и плиточку закупил. Надо ее хорошенько положить, потому что в этом помещении будет собираться гоночный болид. Именно для этого все и затевалось. Нужно большое помещение, незахламленное, в котором можно будет собирать серьезные проекты. Ну а пока, конечно, все дело встало с серьезными проектами, ибо ютиться вот здесь, ребят, ну просто не представляется возможным. Я здесь, конечно, пытаюсь что-то делать, но здесь столько пыли, столько грязи, работа не идет. Короче, все захлебнулось, ничего не могу делать. Друзья, ничего. Поэтому, если выходят какие-то видосы на канале на профильные темы по самолетам, по машинке, представьте, насколько это было жестко все снять, насколько трудозатратно, надо все убирать, все пыль протирать, блин. Это, короче, просто нереальными какими-то титаническими усилиями удается снимать эти видосы. Ну, ничего, пока коплю энергию на то, чтобы продолжать и делать там болид Формула-1 и так далее. Видите, уже пошли спойлеры. Вот можете посмотреть, что я тут наваял. Ну, хотя ничего не понятно. Самое, конечно, интересное сейчас происходит внизу. Там тоже много пыли, много грязи, но здесь еще же есть у меня комнатки. И вообще, посмотрите, как все устроено. Видите, между двух гаражей пропилены отверстия. Вот так вот это, ребята, примерно выглядело. Вот так вот. Жесть, конечно, страшная, просто. Вот такие блоки получаются. Вот, видите. Повыпилено все. Но зато теперь есть окно в другое помещение. И сверху, и снизу будет. Это, кстати, было крайне трудозатратно и крайне дорого сделать. Видите, какой материал стен? Это аэродромные плиты. Они очень туго пилятся. Ребятам даже пришлось заказывать специальный пильный диск, который стоил 11 тысяч рублей, по-моему. И эта цена добавилась в сумму уже к тому, что было договорено. Я точно не помню, но около 30 тысяч рублей обошлись два таких отверстия. Блин, что здесь творилось, ребята? Какой здесь стоял срач, пыль, грязь. Вы себе даже не представляете. Юшки грязи такие на полу были. Все это надо было выметать, убирать. Ну, а сейчас, конечно, уже дело пошло более быстро. Крыша есть, отмостка есть. Еще пойду покажу, что сзади гаражей творится. Мы там тоже людям отмостку залили. Так, ну, хотели просто подлить свой гараж, а залили людям полноценную отмостку. Сейчас, пока светло, я выйду, вам покажу, что с обратной стороны этого гаража творится. Ну, а пока, вот смотрите, еще одна комнатка. Делаю по фэншую здесь, все заштукатурил. Все очень ровненько будет, очень круто будет все. И красиво. Тоже плиточка на полу, все дела. Размахнулся, короче, не на шутку, ну полгода уже идет проект где-то этот. Вот.
Вот. А на профильные проекты сил особо нет, к сожалению. Не остается. Ну, просто вот в таком бардаке, в таком сраче с этой пылью очень тяжело работать. Тут надо долго убираться, а стоит только один раз по ремонту что-то поделать, опять везде пыль. Опять вот везде, на всем. На всех коробках, на всех столах. Все. Еще нужно будет все шпаклевать, делать малярку, нужно будет потолки делать, свет проводить. Ну, это уже, наверное, не знаю, когда буду делать. Деньгу на все эти дела выделяю по мере возможности и делаю. Вроде бы как все получается. Шкаф классный остался от прошлого хозяина. Вообще роскошный. Мне кажется, в него войдет весь моделизм мой. Тут такие большие ящики, ребята. Это авиационный шкаф. Смотрите, как выглядит. Вот этот немножко побитый жизнью. Все остальные нормальные. Не знаю, видно ли на камеру, но ящики просто огроменные. Плиточку пока показывать не буду. Увидите, как положим ее на полы. Вот так пока выглядят ворота изнутри. Жека их еще будет доделывать, чтобы не было мостиков холода. Скоро зима, ребята, если что. Приветствую. Вот этому деду мы отдали весь наш металлолом. То есть, если вы хотите знать, куда девается стружка, вот туда она девается, друзья. Вон туда. В заднюю часть автомобиля. Вот что на данный момент творится с обратной стороны гаража. Вот он, этот мой гараж. Вот. Да, блоки тут здоровые. А я переживал, что можно их пробить и проникнуть. Но нет, тут шансов нет. Кирпич, 2 кирпича. Вот что творится с обратной стороны гаража, ребята. Мужику тоже залили отмостку. Видите? Вот ворота. И мы залили. Хорош пока, да? Да. Жесть. Забетонировано все. Заставили бугор убирать. Но бугор все равно остался. Я застрял. Все течет, блин. Все меняется. Вот так вот неожиданно мужику отмостку залили. Бетона много очень сюда вылилось. Видите, какие валуны. Даже чрезмерно много. Ну, заказывали, по-моему, 8 кубов бетона. Я уж точно не помню. И надо было это быстро-быстро раскидать. Ну, а здесь уже кто-то хозяйнует. Смотрю, вот поразбросали эти доски. Что-то тут раньше этого не было, когда мы заливали. И вроде как вообще гараж этот давно не открывался. Ну, походу, открывали его. Похоже, жизнь в нем зародилась опять. Очень много чего здесь делалось интересного. Но, видите, друзья, свой канал DIY-ный я в строительный не превращаю. Ну, вот такой маленький видеоролик, так сказать, для ознакомления я решил выпустить. Так что, кто ознакомился и кому было интересно, поддержите лайком. Ну, а у меня на этом все. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть, что будет дальше происходить в этой мастерской. Все, всем пока.